Привет! С вами Газа. И без лишних слов хочу представить вам хеды, теории и детали пожиже. Но перед началом предлагаю вам заглянуть в мое гнездышко на Бусти, ведь там вы сможете найти дополнительный контент в форме новых видеороликов, а также рисунков от скетчей до полноценных работ по персонажам, за которых вы проголосовали. Ну и, конечно же, ролики в раннем доступе. А также залетайте на мой телеграм-канал за анонсами видео, фулами и подборкой мемов пожиже. Итак, первый хед– АК-теория. Поскольку хеды, теории и детали зачастую связаны, например, хедканон может быть основан на теории и наоборот, то я буду миксовать эти понятия в некоторых из примеров. Итак, первый хедканон. Польпа– отец ризотто. Изначально звучит странно, но если присмотреться, эти двое действительно имеют сходство. Они, во-первых, они имеют огромный рост, по крайней мере в аниме. Они оба любители шапочек с шариками, и что самое главное, у обоих черные склеры. А в официальной раскраске от Шуэша у Польпа такая же красная радужка, как у Ризотто. Я не особо часто встречала этот хэт, но он мне понравился, потому что он создает почву для теории о том, что Ризотто стал наемным убийцей не просто так, а по блату. Хотя в таком случае возникает вопрос, почему Польпа позволил Ризотто стать наемным убийцей, а не присоединил его к другой, более выгодной группировке? Ведь когда речь заходит о блате, нет, блядь, сестре, родители зачастую стараются пристроить своих детей на более престижные позиции. А как мы помним, банда убийц не самое кошерное место в мафии. И тут есть два варианта. Либо случай с Ризотто повторяет случай с Фуго и Чоколатой, где последние хоть и отмазали, но отказались от них. Либо возникает второй вариант, который я нашла в фанфике с АО3. Название я вам говорить не буду, ибо он не православный, ищущие да найдут. В общем, в этом варианте предполагалось, что Ризотто сам отказался от престижной должности, которую ему предложил отец, поскольку хотел избавиться от его влияния. Переходим дальше, хэт номер 2. Не будем отходить далеко от темы убийц и мафиозных семей. Еще один хэт-канон связан с тем, что Прошута является выходцем из клана убийц. И это по большей части именно хэт-канон, поскольку в аниме на это не давалось никаких намеков. То, вероятно, он делает это потому, что все члены его семьи должны продолжить род убийц. Да, звучит правдеподобно, но возникает несколько вопросов. Если он из семьи убийц, то это не значит, что все они работают на пассионы. А если это так, то босс мафии, будучи редкостным параноиком, может держать его на прицеле. Ведь если кто-то из его семьи, но выполняющий заказ другой банды, потенциально окажется в беде, то есть риск, что другие члены семьи, в том числе и Прошута Спеши, пойдут ему на выручку, а следовательно могут предать пассион. Хотя в семье вполне может существовать где кодекс а-ля каждый сам за себя, так что хз. Но ни в манге, ни на веки, ни в аниме не упоминалось, что Шокумир Магеку, слава Прошута, о великий Прошута, является членом семьи. Так что это всего лишь теория, которая, вероятно, возникла из-за того, что Прошута в разговоре с Пеши часто напоминал последнему, что не делают профессионалы в сфере убийств. От этой фразы можно предположить, что Прошута в этой сфере довольно давно. А кто может так долго находиться в подобной среде? Правильно, фамильные кланы. Но тогда, если он из семьи убийц, то получается, Пеши тоже? Они ведь братья? Слушайте, а кто сказал, что эти двое братья? Опять-таки, я прошлась по всем трем источникам, манга, аниме, Википедии, и не нашла подтверждения тому, что они являются родственниками. Но ведь мистер Ананасик называют Прошута Аники, а братан, значит, они братья? Скажите вы. И я вам отвечу. Не обязательно, поскольку Аники или брата может быть и зачастую является обращением к своему кенту. И если посмотреть на моменты из манги и аниме, по крайней мере в русском переводе, Прошута не называет Пеши братом напрямую и не говорит, что они из одной семьи. Ровно как и то, что Пеша не говорит напрямую, что хочет быть в банде.
И если в манге по его поведению Гапаря можно было предположить, что он сам хочет быть там, то в аниме его поведение показано как более... И лично у меня сложилось впечатление, что он ходит с парашюта не по собственной воле, а последний его затащил. Кстати, есть фикшн, где автор раскрывает предысторию появления парашюта и Пеши. И в нем парашюта совершает свое первое убийство на глазах свидетеля, которым как раз-таки оказывается Пеши. И там парашюта убеждает его присоединиться к банде. Версия интересная. Но тогда возникает несостыковка со словами парашюта о том, как должны поступать убийцы. И тут это можно назвать либо недосмотром авторов фанфикшена, либо можно предположить, что Прошута сам, являясь новичком, просто делал пеше о том, как должны поступать профессионалы. В общем, в этом плане фанфик оставляет так же много недосказанностей, как и оригинал. Короче, за неимением четких фактов нельзя сказать наверняка, братья они и оказался ли мистер Ананасик в банде по собственной воле. У Араки вообще довольно много недосказанностей относительно деталей, что, собственно, и позволяет зрителю их додумывать, образуя тем самым хит-каноны, образуя тем самым теории и хит-каноны. Что и позволяет нам, как зрителям, додумывать, основывая на додумываниях теории и хэдканоны. И лично я не считаю подобный подход недоработкой или косяком. Наоборот, как мне кажется, чрезмерное количество деталей будет отвлекать нас от повествования. А раз детали незначительны для сюжета, что плохого в додумывании этих деталей? Даже если они будут вытекать из заблуждений. Мне лично забавно осознавать, что некоторые хэдканоны настолько распространились, что воспринимаются как база сериала. Например, хэдканон, связанный с парочками из «Золотого ветра». Сорбет Джелата и Скуала Стициана. И если по последним непонятно, в каких они отношениях, друзья, друзья или просто, напарники, то про первых Араки вообще открыто написал, что они близкие друзья в прямом смысле. Но каждый раз, когда зрители упоминают обе парочки, они говорят о них как о друзьях. И неспроста, поскольку персонажи ведут себя именно как друзья. Они обнимаются и смотрят друг на друга так, будто хотят друг друга сожрать. В общем, то, что они встречаются, нельзя доказать, используя факты. Однако некоторые детали позволяют большинству зрителей интерпретировать это именно так. Тем не менее, дело тут не столько в деталях, сколько в том, каким выводам обычно приходят зрители. А выводы могут подгоняться под более интуитивные понятия. Видишь двух обжимающихся мужиков? Значит, они пара, ведь зачастую так себя ведут именно пары. Видишь перца, у которого две личности, у него то есть диссоциативное расстройство. И поскольку так считает большинство, то нет смысла подвергать эти интерпретации сомнению. И продолжая эту тему, я хочу перейти к хэдканону, связанному с Дьявола и Допио, а именно с предположением фанатов о том, что двое в одном теле являются именно что олицетворением психического расстройства. Но, тем не менее, в самом аниме нам показали, что обе личности, и Дьявола, и Допио, были в одном теле с рождения. То есть это не диссоциация, которая возникла вследствие буллинга в сторону Допио от прохожих и отца. Отец там вообще святой человек, он ему гараж копал и одобрил то, что он встречается с женщиной. То есть к нему вообще претензий не должно быть. То есть это не расстройство, а именно две личности в одном. Так что можно сказать, что это самый масштабный хэт, который придумали зрители. Но тем не менее, некоторые из зрителей все-таки приняли тот факт, что Дьявола и Допио это два разных мазафакера. И на основе сцен с двумя персонажами в аниме они слепили следующую теорию. Но перед тем, как ее озвучить, я вкину вам еще одну деталь. Под видео с флешбеком про Сардинию комментаторы заметили, что есть одна деталь, по которой можно различить Допио и Дьявола, а именно веснушки. И действительно, в одной и той же сцене веснушки на теле Дьявола и Допио то пропадают, то появляются. И вот по мнению комментаторов, тот, кто имеет веснушки, это Допио, а тот, кто нет, это Дьявола. Так, в той сцене с Донателлой и Лягучкой приняли участие оба.
А в моменте, где священник раскопал мать двоих, за его спиной выбил жало именно дьявола, поскольку на его лице не было видно веснушек. Но лично я в этой теории не совсем уверена, поскольку меня смутила сцена разговора с лягушкой. На момент, когда парень вставал, на его лице веснушек не было. То есть это должен быть дьявола. Но при этом он продолжал общаться с лягушкой так, как это делал бы Допио. И это смутило меня, потому что мне показалось, что раз Допио и дьявола изначально являлись разными личностями, то и поведение у них было бы разное. Но на примере этой сцены с лягушкой сложно утверждать, поскольку разница между характерами в ней размыта. А, кстати, о веснушках. Вот вам еще один забавный хэдканон. Поскольку дьявола и Допио делят одно и то же тело, то и веснушки у них, соответственно, общие, что логично. Именно поэтому некоторые художники рисуют дьявола с веснушками, и это очень мило, как по мне. Но тем не менее, в аниме мы не всегда видим их на лице у нашего черта. И одна фикрайтерша предположила, что дьявола прячет их за косметикой, поскольку ему не нравится, как он выглядит с веснушками, что очень мило. Кстати, насчет внешности дьявола. Это последний рандомный хэт про дьявола, я обещаю, мы скоро вернемся к основной теории. Есть одна деталь, которую можно отнести к эффекту Манделы. И я думаю, его испытали те, кто любит искать фанарты с этой киберпуткой. Вот скажите мне, какой формы нос дьявола? Прямой, вздернутой или с сильной горбинкой? Готовы? Правильный ответ Б. Его нос вздернут. Вообще, у львиной доли персов из «Золотого ветра» нос вздернут, так что ничего удивительного. Но прикол в том, что авторы артов, в основном европейские художники, часто рисуют его со сгорбленным носом. Потому что дьявола, во-первых, злодей, а во-вторых, его характер можно описать как резкий, озлобленный и властный. И чисто интуитивно, рисуя персонажа с такими качествами, хочется передать их через внешний вид героя. А сгорбленный нос подходит под эти характеристики как нельзя кстати. Так что, если вы помните дьявола со сгорбленным носом, не переживайте, вы не одни такие, вы просто стали жертвой фанатов. Теперь вернемся к теории, основанной на двух личностях в одном теле. А если конкретно, то к теориям, связанными с родителями Допио и дьявола. Скажите мне, почему вот женщина, которая носила этих двух чипиздриков, была беременна 2 года? Да потому что на каждую личность ушло по году беременности. А почему отец помер? И вообще, почему о нем ничего не известно? И вообще, кто отец ребенка? Ну, тут зрители тоже нашли оправдание. Мол, батек ребенка никто иной, как демон. И заделал ребенка он для того, чтобы переродиться в его теле. Именно поэтому дьявол обращается к Допио как «мой милый Допио», то есть как отец к сыну. Ну и давайте завершим ряд хэдканонов и теорий по боссу и его подчиненному дискуссией на тему, кто же является первичной личностью в этом дуэте, если опираться на теорию об множественном расстройстве личности. И кто же является главным, если опираться на теорию 2 в одном? Я приведу вам несколько версий от разных людей. Например, Венут Луна считает, что первой личностью был дьявол, поскольку легче притвориться тупым, будучи умным, чем притвориться умным, будучи тупым. Логично, но блогер, не помню его имя, опираясь на теорию об множественном расстройстве личности, считает, что изначальная личность — это Допио, поскольку именно на изначальной личности отражаются симптомы расстройства, то есть потеря памяти, головные боли и то, что вторая личность в основном выходит на контакт. Вот. Лично я придерживаюсь теорию 2 в одном, и опираясь на нее, можно сказать, что несмотря на то, что оба являются полноценными личностями, главный в их шайке, очевидно, дьявола. Потому что он более инициативный и агрессивный, когда, как про главную булку Италии, можно сказать строго противоположное. Он тот, кто плывет по течению. А вот Toby Disdain. опираясь на теорию о расстройстве, считает, что изначальной личностью был Допио. Но из-за буллинга со стороны людей и установок его отца, мол, там, не гневайся, это фу, Допио подавлял в себе злобу и амбиции до такой степени, что создал второго, плохого Допио, который будет защищать его от обидчиков и реализовывать амбиции. Вот это я понимаю, скинуть вину на другого, буквально. Некоторые считают главной или основной личностью дьявола,
опираясь на имя его любимого подчиненного. Мол, Допио переводится как двойник, а значит Допио вторая личность. Но Допио можно перевести также как двойной, и имя в этом переводе не указывает на порядок персонажей, а скорее акцентирует внимание на их количество. Я думаю, мы уже довольно долго обсуждаем эту тему, но оно и понятно. Ведь тема личности дьявола — самая жирная недосказанность от Араки. И чем больше недосказанность, тем больше хэдканонов и теорий будет вокруг нее. Так что... Я записываю? Слава тебе, Господи, я записываю. Так, где? Я потерялась. Так что истина в этом вопросе, как мне кажется, будет достигнута примерно никогда. Особенно если учесть, что масло в огонь подливает студия экранизации, сделав ту проклятую сцену с морганием. Теперь манга и аниме показывают две разные версии, и обе они являются каноничными. Так что обе части фанбазы правы по-своему. Но есть один факт из сериала, где многие фанаты и фанатки намеренно хотят ошибаться. Смертельная петля. В оригинале, попав в смертельную петлю, дьявола вынужден вечно переживать моменты своей смерти, кочуя между маленькими промежутками попадания в новые обстоятельства и своей расправой. И если часть фанатов также бесконечно рады подобной судьбе дьявола, то другая часть, к которой отношусь и я, не согласна с этой участью. А потому ищет разные лазейки, чтобы вытащить, наконец, это несчастное создание из бесконечного цикла говна и мочи. Кто-то выдвигает теории о том, что после Что-то не вовремя зазвонил мне сучара. Кто-то выдвигает теории о том, что после перезапуска вселенной цикл дьявола обнулился, и он выпал в астрал. Он выпал. Кто-то пишет фанфики о том, как Реквием решил кидать дьявола в ключевые моменты его истории, чтобы он исправился и начал жить нормальную жизнь. Кто-то в своих фиках просто такой: мне надоело, что этот чел страдает, нахуй его из цикла, и закидывает его в Slice of Life с аутичной лесбиянкой, обсасывает свои психотравмы. Кстати, фанфик неплохой. Если не боитесь нудятины и ЛГБТ, можете почитать. Это не пропаганда, если что. Она там вообще это нету. Но большая часть фанбазы придерживается мнения, что дьявола все-таки останется в цикле. Но промежутки между жизнью и смертью дьявола будут длинными, что позволит ему прожить в цикле достаточное количество времени, прежде чем умереть. Этого не говорится в фандоме напрямую, но подразумевается, когда речь заходит о тех вариантах хедов, где дьявола, попав в цикл, счастливо проживет одну из своих жизней с Донателлой и Триш, а после умрет от старости. И как бы я не любила этот вариант событий, я думаю, что подобный сценарий маловероятен из-за характера дьявола. И знаете, я бы хотела снять отдельный ролик о цикле дьявола, где я бы рассмотрела, как он вел бы себя в цикле, если бы промежутки между циклами были бы разной длины, какие у него были бы преимущества, и как можно было бы обмануть цикл, обернув его себе на пользу. Но, как мне кажется, тот принцип работы Гера, который нам показало аниме, и был каноном. То есть у дьявола тупо не будет времени на то, чтобы пожить, поскольку промежуток между жизнью и смертью у него очень короткий. И каждый раз, когда я думаю об этом, мне так жалко становится дьявола. Но не будем о грустном. Помимо версий о том, выпадет ли дьявола из цикла или останется в нем, но с условиями, среди фанатов также популярен хэт, который идеально ложится в контекст цикла, а именно исекай. Если дьявола вынужден умирать бесконечное количество раз, то есть хоть и маленькая, но вероятность, что рано или поздно дьявола умрет в другом мире. И черт возьми, как же эта концепция популярна среди фикрайтеров. Листая аутри на предмет новых идей, я чуть ли не через каждый третий фанфик натыкалась на идею о исекае дьявола. И я могу понять популярность этой концепции, поскольку она сама по себе является популярной, часто используется неопытными авторами, позволяет закинуть дьявола в выгодные для автора обстоятельства, дает дьявола шанс на искупление и позволяет раскрыть и развить характер героя. И, наконец, согласуется с каноном, потому что любая смерть чертилы — это канон.
Да. В общем, исекай в контексте цикла дьявола удобный и понятный инструмент для творчества, который не только позволяет раскрыть характер персонажа, но и всегда будет уместен и актуален, поскольку с его помощью можно пилить бесконечное количество кроссоверов с другими популярными франшизами и оставаться на хайпе. Закрывая тему интерпретации цикла, кину вам милый хэт из Пинтереста. Во время странствий по петле дьявола обзаводится тетрадкой, куда бы он выписывал любимые смерти. Типа 38 раз умер от грузовика, 5 раз во сне и так далее. И пускай этот хэт не является правдой, поскольку после каждой смерти дьявола спамнится на новом месте в том же виде, в каком он попал в цикл, этот хэт является для меня своеобразной отдушиной, поскольку показывает, что я не единственная, кто беспокоится о судьбе этой дундушки из психушки. Что ж, довольно много хронометража ушло на хеды по дьяволу, и думаю, стоит вернуться к его подчиненным. Вот вам парочка небольших хедов по Милоне и Гьячо. Наверное, самый популярный из них заключается в том, что эти двое пара. Движение ЛГБТ признано незаконным в России. Информация о персонажах предоставлена в сугубо развлекательных целях и не несет пропагандического контекста. Йо, сколько же угарных мемов по ним существует в интернете, покажу парочку. Милоны. Хочу секс. Яча. Пробовал метоз. Милоны. Эпичный процесс метоза. Милоны. Хотим секса. Яча. Но, по словам Араки, в интервью эти двое являются скорее друзьями. Эти бесконечные интервью Араки, все они говорят, но никто не приводит пруфы. Это 3 столпа, на которых стоит Джоджо. Араки забыл, Араки забил, Араки сказал. Короче, Араки в интервью сказал, что эти двое являются друзьями. Да и что тема на этом закрыта. Просто забавно, что из Милоны, который гетеросексуал по манге и аниме, делают гея, потому что, ну, бля, друзья, ну, если они друзья с Гьячо, то значит они не друзья, и в этом смысле, да, ну да. Но куда более интересно в плане хедов для этих персов, так это теория по поводу фразы «димольта». Если углубиться в итальянский, ну, как углубиться, на уровне дуолинго, то можно узнать следующее. «Ди» — это что-то типа части соединения, когда речь заходит о местоположении объекта. Например, «Io sono di Milano» — «Я из Милана», а «мольта» — это прилагательное, обозначающее степень чего-то. Короче, аналог нашего «очень». По итогу, что по итогу получается? По итогу получается, что Милоне говорит что-то типа «из очень» или просто «очень». И кто-то предположил, что Милоне однажды случайно сказал эту фразу при Гьяче, и у того, естественно, подгорело. И Милоне это так понравилось, что он решил говорить эту фразу на постоянке, чтобы просто позлить своего кента. И судя по тому, как Гьяче реагирует на его фразу в сериале, можно предположить, что он смирился с тленностью этого бытия. Кстати, о пиписьках. А почему у меня... Не тот абзац ставила. Снова вернемся к Ризотто. Те, кто читал мангу, знают, что у этого персонажа есть предыстория попадания в мафию. Месть водителю, который сбил его родственник. В переводе, который я прочла, было написано, что это была кузина. Но проблема в том, что в английском и, вероятно, в японском нет разделения по полу для этого термина. И существует универсальное кузин. Так что непонятно, какого пола и возраста был этот ребенок. И ребенок ли. В общем, в комьюнити существуют разные фан-комиксы, где каждый изображает этого персонажа по-разному. Вот, например, у моей любимой художницы Закаэцу персонаж выглядит так, что по ней вообще нельзя определить пол. Ну, вроде бы ребенок в шортах, в ботиночках и с корешечкой. Такую прическу могут носить, такую одежду и прическу могут носить и девочки, и мальчики. Я в шортах бегала в детстве, так что не... Так что невозможно определить пол. Вот другая художница изобразила сестру взрослой. Третья изобразила его кузина значительно младше, чем его, и как бы таким вот тоже маленьким белым мальчиком. Короче, вариантов много, и все они разные. И в этом плане мне действительно интересно наблюдать за творчеством фанартистов.
А еще фанартисты рисуют ризотто пирсинг на пипиське и описывают его член фанфика как больше, чем средний. Живите с этим. Кстати, о пиписьках, а точнее о том, чем их прикрывают. Вы помните дизайн шоколады? Нет, не прическу его безумную. Ниже посмотрите, ага. Еще ниже. Вот, лямка из штанов торчит, видите, да? Одна. И народ задался вопросом, а где вторая? И существует ли она вообще? Что, если эти стринги держатся только на одной лямке? Вот так и возникла теория однолямочных стрингов шоколада. Я, опять нашла картинку в Пинтересте, и она пропала. И теперь я не могу вам доказать, что пруфы этой теории существуют, что я не сумасшедшая. Она есть! Я вам клянусь! Ладно. И лично я считаю, что в реальности подобные стринги не могли бы держаться на человеке и норовили бы куда-нибудь соскользнуть. Но мне интересно, что вы думаете. Пишите свои теории в комментариях. Поправочка. А я только что нашла фрейм с шоколадом из манги, и там трусы больше похожи на обычные. Что я обсуждаю, господи? И там трусы больше похожи на обычные. А вот в аниме из-за того, что часть жопы прикрывает плащ, нельзя точно сказать, что на нем надето. А поскольку пятерка стала наиболее популярной именно за счет аниме, где нельзя четко идентифицировать исподние шоколады, народ и придумал хэдканон с однолямочным стрингом. Перейдем от ног к голове и попытаемся понять, что же блять скрывает под своей шапкой Миста. Тут я просто перечислю список. Другую шапку, кудряшки, длинные кудряшки, очень длинные кудряшки, дефолтную прическу, лысину, Кира Яшикаги, прическа самурая, наверное. И, наконец, четвертый Sex Pistols, который управляет им как крыса из Рататуи. Ну, а на этом хэдканоны закончились. Подписывайтесь на канал, звянькайте на колокольчик, залетайте в мою телегу с Бусти за анонсами и роликами в раннем доступе, а также пишите комментарии по поводу данного ролика. И не забудьте поставить лайк, или они поставят вас. Удачи!